Продукция здесь оказалась турецкая. Я думал, греческий найду, маслины. Все покрутил, не нашел. Так, бытовуха пошла. Бытовуха пошла, пришла, закончилась. Квас Афанасий. Вы смотрите. 13,90 квас Афанасий. Я сейчас посмотрю, но мне кажется, это точно российское производство. Квас Афанасий, да, Russian Federation. Тверь написано. Очуметь, первый раз такое. Квас Афанасий. Круто, круто. В разделе соки. Короче, квас Афанасий стоит. Минералка всякая. Кока-кола. Швепсы и прочее. И тоже здесь оказалось. Так, бокальчики всякие разные. Круто. Кружечки. Смотрите, какие интересные кружечки. Классные какие. Если это их цена, то можно купить. Так, что еще интересного? Ну, как всегда, Ататюрк есть вот в бокальчиках. Ататюрк есть везде. На детских шапочках есть Ататюрк, мы встречали. 2,65 маленькие баночки. Тоже здесь продают. Нам чуть побольше надо было. Я их нам не довезу, я даже рюкзачка с собой не взял. Не в чего положить. Симпатичные эти кружки вот. Ладно. Заказа на кружки не было. Бокальчики, бутылочки, бутылочки, бокальчики. Интересно. Да, вот здесь, кстати, полно этого хардал. Это горчица, 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 горчица. Если она в сыпучем виде, думаю, что не найду. Рис полно всякого. Булгур вот здесь тоже. Макарошки, бариллы. Смотрите, какой ассортимент бариллы. Единственное, спагетти бариллы, которых мы больше всего любим, почему-то нет. А, вот есть, стоп, секунду, барилла внизу есть. Спагеттивая. Номер 5. Пятый номер. 6,75, номер 5. Это крупновато, насколько я помню. Пойду я дальше. Так, кастрюлечки закончились, чашечки закончились, начались вилочки с ложечками, да? Так, а вот, кстати, продолжение темы бокальчиков чайных, вот я показывал. А вот они же только плошечки под, что там, под варенье, под всякое. На стол подавать, салатики маленькие, салатницы маленькие. Провайн. А, это собачьи, только теперь в маленькой фасовке. Туалетная бумага. Ага, вот химия. Я где-то в рекламе видел, что есть бытовая химия. Утенок, которого в России называется утенок. А как вот он здесь называется? Сиф, Доместос, Сиф. Эрнет, Бреф, Марк, Мистер Мускул, Сиф, Мистер Мускул. Как он выглядит, утенок-то, елки-палки, нифига не помню. Сиф, Бинго. Названий столько, полно разных. Большинство которых я не знаю. Но для туалетов, таких запоминающихся этих носиков, я здесь не увидел, по-моему. О, по-английски разговаривает. Окей. Окей, understanding.
Так, нет, тут нету. Пойдем посмотрим в следующем ряду этого утенка туалетного. Шампуни всякие. Не знаю, что тут еще. Почем? Хоккей с мячом. А, вот еще химия идет. Вот они, химия. Доместосы. Смотрите, вот они, доместосы. Есть разные. Есть по 6,56 такие, черные. Ас Ультра. Ас такой. Перос. Карфур. Перос такой. Что-то дофига разных, короче, есть. Доместосов. Вплоть до того, что вот цифир 0 хлора, видите, вот здесь написано, цифир хлор. Ну, в общем, не знаю, что-то из этого, может быть, является тем самым утенком. Пойду посмотрю, что еще есть. Полно бытовой техники, вот так продается просто вывеска, название, фотографии и цена. Много-много телефоны разные, планшеты, и телевизоры. Ну, а часть какая-то мелкая бытовая техника, вот она вся тут тоже представлена. Купальники есть, да? Креслица, шлепок полно всяких. Ну, пожалуй, на этом все. Что-то уже больше ничего интересного не ожидаю. А, вот алкоголь. Алкоголь. Пойдем глянем, о чем здесь, что стоит. Так, это вина. Но вина относительно крепкого алкоголя стоит недорого. 64 вот большая бутылка, литровая, да, по-моему. Даже 1,5 литровая написано. Да-да-да. 1,5 литровая бутылка, можно сказать, нормальная цена. Потому что мы сейчас дойдем до крепкого алкоголя, он на противоположной стороне. И вы поймете, что вино можно пить еще. Чинзано, Сава. Вот что-то подобное мы покупали. Вот то, что вот 44,90 мы, по-моему, в том году, когда приезжали, вернее, мы покупали. Надо посмотреть, у меня записано какие-то марки, которые считаются хорошими. Вот эти, по-моему, Бузбак, кажется, неплохие, по 57,50. Так. Очень много разных названий. Маленькие бутылочки, побольше бутылочки, охлажденные, пивасик. Вот теперь крепкий алкоголь пошел. Так, Чивас 355, Чивас 13-летний, 12 269, Джеймесон 219. Ну вот какой-то можно за 194 взять Тичерса 0,5. 184 Кути Шарк, это, наверное, турецкий какой-то виски. Вот Бейлс в России, вот популярный. Литровый 229 стоит. 164 пол-литра. Или 0,7, это, наверное, 0,7, наверное, 164. Ну вот лейбл 239, 259, 199 Red Label можно взять. Вверху вот тоже стоят Балантайс по 149. Ну вот более-менее Балантайс 149, кстати, что водка здесь. Ой, вон ракия вверху стоит. Дорогая, видимо, потому что в коробочках даже ценника нету, надо, короче, узнавать. Вот он, что еще, ракия, Алтенбаш, такая, сякая, моргающая. Это, наверное, самые крутые, 175, 179. Да, да, Малибу. Ну, в общем, мы покупали обычно виски, вот, если вот такие простые, всякие вот паспорт, скотч можно взять. 164 лиры стоит. Это 1600 рублей. Не знаю, это пол-литровая или литровая. Литровая. Не, 0,7 бутылка. Литровой здесь нет у них. Есть 0,25, 0,5 и 0,7. А здесь Беллс стоит литровый 229, 0,7 164, 0,5 122. Ну, в общем, такая вот история. Это Carrefour, цены на алкоголь. Айвар продается по 11,50. А вот здесь вот лютеница по 11,50. Но это все турецкого производства продукция. Хумус есть вот по 8,76. Бабаганус, интересно, что это. Хинди филето, хинди тандир, не знаю, что это такое.
тантуни, хинди. Не знаю, какие-то пасты, видимо. Интересно так посмотреть иногда бывает. Вот так фасоль продают, видите, вот фасоли 13,45. Вот огурчики 9,45. Буквально здесь 340 грамм. Мысипусечные огурчики. Вот еще, по-моему, меньше корнишоны по 9,90. Прям. А вот ведерко есть за 22. Вот внизу стоит. Не знаю, сколько там килограмм. Консервов у них вот мало обычно. Тунец пользуется популярностью. Тунец, все тунец. Почти все в тунце. Так, пожалуй, пойду я на кассу уже. Больше ничего интересного я не приглядел. Я взял 2 баночки варенья только. Инжировое и айвовое. О, а вот такую штуку мы искали как-то. Нам нужна была. 17,93 стоит. Где-то мы такую зачем-то искали. Ладно, пойду на кассу. Мне надо заехать. Здесь смотрите, сколько всяких приблуд к велосипеду. И стоп-сигнал задний. И замки разные есть. И такой вот большой, и потолще. И вот это тоже стоп-сигнал, моргающий сзади, скорее всего. Это не знаю, что это такое. На педали, наверное, или что это надевается. Ремкомплект, по-моему, вот это к велосипеду, или что это. Короче, мне надо сюда еще раз заехать, чисто по велосипедным делам. Так, пока наш папа ехал в Эрдемли, мама тем временем испекла вот такие вот вкуснейшие, возможно, пироги. Возможно, вкуснейшие пироги. Но я потому что не пробовал. Да. С одной стороны, правильно, да. Вдруг они не пироги? Не вкуснейшие, это вдруг. Папа также наш купил мороженое. Оно шоколадное, с кремом. Вкусно. Мам, даже не хочешь? Нет. Наш мукбанк у нас. Сегодня 1 сентября, и с полезного к 1 сентября мы сделали только, не искупались в море, да? А так все остальное сегодня успели. Пойдем сегодня? Ой, друзья мои. Я устала просто нереально. На балконе развалилась на сделанном Алексеем топчине. В общем, сегодня день сумасшедший был. Сейчас время у нас, кстати, сколько время? Сейчас посмотрю. 21:13. Я поставила вторую партию эчпочмаков. С первой партией мы уже с Алексеем сняли мукбанг для вас. Перед этим я уже закатала еще один салат, консервацию снимала. А перед этим больше половины дня я училась вместе с Мишей. Это нечто, друзья мои. Сказать, что я рекомендую? Нет, друзья мои. Если есть возможность учиться в обычной школе, куда дети ушли и вы забыли, пришли, там мозги немножко покрутили вам с домашними заданиями, да, это вот домашнее задание по сравнению с тем, что сегодня мы пережили, 1/5 часть. Вот представьте, в 5 раз больше домашних заданий сегодня я пережила я. Это нечто. Уже у нас были и слезы, уже у нас были психи, друг на друга орали, друг на друга, короче, обижались. Потом, короче, я его наказала, сказала, гулять не пойдешь. Потом, я про Мишу рассказываю, потом во время мукбанга за ним пришли друзья. Он говорит, ну, пожалуйста, умоляю, 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 умоляю. Короче, отпустила гулять. Сама тут лежу никакая, друзья мои. Миша где-то гуляет, у нас уже темно, 21:13, да? Где-то с друзьями гуляет, а я жду, когда выпечется вторая партия, пойду угощать наших друзей. Вот. Ну, это на завтра детям на обед, и друзей угощу. В принципе, второй раз мукбанг мы не будем снимать с эчпочмаками, а там еще целый противень. Соседи нас сегодня еще, другие соседи угостили пирогом. Очень вкусный пирог, кстати, такой он
черный-черный, такой шоколадный-шоколадный. Вот. И надо будет им тарелку вернуть, они нам на тарелке его принесли. Угощу их, угощу наших друзей. И все, день на сегодня окончен. Я не знаю, как дальше будет, но сегодняшний день мне вообще не понравился. Вы знаете, сказать, что они дали какой-то мега новый материал, я не могу сказать. Но у ребенка вопросов больше, чем ответов, понимаете? Поэтому абсолютно весь урок, несмотря на то, что у нас сегодня была только математика, абсолютно весь урок, просто вот каждую минуту я училась вместе с ребенком. Не знаю, как будет дальше, будет ли он самостоятельно дальше учиться, но те вопросы, которые возникают у ребенка, у меня такие же вопросы возникают, понимаете? Я потом начинаю думать, включать мозг, включать логику. Да, потом мы находим в итоге с ним ответы, но ребенок сам, прослушав тот материал, который дали в видеоуроке, ну не может он ответить, ну, решить эти примеры, эти вопросы самостоятельно. Даже я, взрослый человек, подхожу и начинаю думать. Там у него было порядка 8 тренажеров и 3 тестирования. И вот в этих тренажерах они с таким подвыпертом, я не знаю, как это слово, точно произносится, с такими подковырками, эти вопросы строят, что я, взрослый человек, одобряю Мишин ответ, а нам потом пишут «неправильно». Потом мы начинаем думать, включать логику. Ну, короче, не знаю, как дальше будет Олег. А как Олег будет? Вот это вообще мне неизвестно. Потому что, например, если Мишину программу еще я как-то понимаю, то Олегу, Алексей что-то помогал сегодня в течение дня. Но я очень надеюсь, что дети потом самостоятельно смогут, что это только вот первое впечатление, не особо хорошее, да, создалось о нашей школе. Не буду рекламировать, друзья мои, не спрашивайте, пока еще сама не испробовала эту школу, пока еще сама не могу дать вам положительный, как это сказать, отзыв об этой школе. Я даже не буду говорить, в какой мы школе учимся, поэтому пока не спрашивайте, дайте нам самим адаптироваться, понять, нравится нам или нет, потому что вы меня знаете, я скажу всю правду матку, какая бы она ни была. Вот, мне от вас нечего скрывать. После первого дня я осталась недовольна, потому что с подковырками в тренажерах вопросы, на которые взрослый человек должен очень сильно напрячь мозг, и то первый вопрос мы ответили с ним неправильно, а потом, когда до меня дошло, почему должно быть так, а не иначе, уже я ему стала объяснять, понимаете? То есть участие взрослого здесь должно быть очень большое. Если вы себе этого позволить не можете, даже не переводите детей, мне кажется, на удаленку, потому что, опять-таки повторюсь, да, сегодня только первый день, я после него просто как выжатый лимон, честное слово. Сказать, что я в восторге от этой школы, я не могу. Я разочарована. Но выхода у нас другого нет. Мы вот приняли решение оставаться здесь, пока мы остаемся здесь. Пока мне тяжело. У ребенка тоже был стресс, слезы, Короче, 1 сентября получилось не такое, о котором мы мечтали, понимаете? Он мне уже в 12 говорит, все мои одноклассники уже дома, я его прекрасно понимаю. Сегодня толком и учебы же не было у них. Они пришли, там их угостили мороженым. Я осталась случайно в одной из групп, и мы посмотрели фотографию, которую выставила туда учительница, где всем детям раздали мороженое. Они получили учебники, они там, может быть, какой-то классный час провели, пообщались, съели мороженое и разошлись домой. Конечно, я его понимаю. Все одноклассники вот так весело 1 сентября провели, а мы целый день занимались этой математикой. У меня требование, что к одному ребенку, что ко второму ребенку, чтобы не затягивали с домашними заданиями. Потому что если эти домашние задания не сдать вовремя, срок сдачи домашнего задания, я посмотрела,
после первой недели обучения, после второй, третьей и так далее, до 18 октября. 18 октября заканчивается четверть, и до этого срока нужно сдать все домашние задания. Естественно, если на первой неделе они сейчас оставят хвосты, на второй неделе еще хвосты прибавятся, и это все просто как снежный ком. И мы придем к тому, что 18 октября они физически не успеют сделать домашнее задание. Поэтому у меня что к одному ребенку требования, что к другому ребенку, чтобы все домашние задания выполнялись в тот день, когда был проведен урок. Не нужно, говорю, оставлять на следующую неделю. На следующей неделе у вас будет другое домашнее задание. Вот. Поэтому мы сегодня с Мишей прозанимались этой математикой. Один урок у нас всего был, но мы сидели с ним до скольки, Олег? Часов до 5, до 6, наверное, да? Да. Часов до 5, до 6 с утра, вот с 10 утра до 5-6 часов. И просто как выжатые лимоны друг на друга уже наорали, напсиховались, нанервничали. Ребенок уже и слезами заливался. В общем, все успели сделать. Поэтому давайте хотя бы еще вот эту неделю до конца. И на момент съемки сегодня 1 сентября, среда. Эта неделя до конца, следующей недели. И я уже буду говорить конкретно уже по существу. Сегодня было очень тяжело, просто нереально тяжело. Может быть, они зря в первый день поставили математику детям, потому что я понимаю, что это можно было делать не сегодня, но опять-таки я говорю, что у меня требования, что к одному ребенку, что к другому, чтобы это было сделано все в день, когда вы получили задание. Иначе потом, завтра вы получите по другим предметам задания, послезавтра еще по другим предметам, на следующей неделе опять повторится, и по математике задания будут следующие уже задания. Это все потом хвосты эти не сможете закрыть, поэтому требования делать сразу. И мы сегодня сделали всю математику с Мишей, все задания он выполнил. Мне осталось только сфотографировать и загрузить, но сил уже нет. Все, и сейчас я попрошу Алексея, надеюсь, он мне поможет в этом, загрузить Мишины домашнее задание. Но Миша выполнил на сегодня программу по математике полностью всю. Мы прошли все тренажеры, мы прошли все тесты, мы прошли все видеоуроки, мы прошли все видеоконсультации, мы сделали все домашние задания. В общем, мы молодцы. Но работали мы с 10 утра до 6 вечера. Практически без перерыва. Перерыв был только на обед. Тяжело, друзья. В общем, немножко поделилась с вами. Пойду проверю, что у меня там с эчпочмаками.